Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я начинаю еще один видеоурок к творческому комплекту, который будет в наличии. Это будет покрашенный павлин, все материалы и, конечно, шар. Все уроки будут на канале подробные, и если вам интересно, оставайтесь со мной, и сегодня мы делаем павлину хвост и туловище. Для работы мне понадобится сама форма павлина. Она будет доступна в серебряном цвете и в золотом цвете. Буду использовать полубусины, каплевидные и вот такие вытянутые, стразы, вот такие полубусины, разного цвета стразовую цепочку и жемчужную цепочку. И, конечно, клей универсальный. И для работы я буду использовать вот такой тонкий фатин. Это у меня будет подложка под все мои стразовые цепи. Ее не видно, но она хорошо все держит. И работу лучше выполнять на клеенке или на чем-то, с чего потом можно все это снять. Я беру фатин, вот он, увидите, у меня тонкий-тонкий, его почти не видно. Укладываю, беру клей, так, моя мокрая салфетка, и подклеиваю свои бусины. Одну и вторую сразу. Будем сразу делать две. И полубусины я буду делать окантовку из розового жемчуга. Она у меня 2 миллиметра. 2,5 миллиметра не всегда вот плотно ложится. Я беру, измеряю свои полубусины и чуть-чуть вытянуто. Сейчас вам объясню как. Вот у меня получается здесь одна бусина, и вот чтобы вытянуть каплю, одна должна быть наверху. И вот эту каплевидную, то есть вторую вытянутую, буду вырезать немножко другим способом. Вымеряю одну сторону, подрезаю, и вторую делаю покороче, чтобы у нас все замыкалось и она была вытянутая. Если вы делаете много, то сразу разрезаете нужное вам количество. Теперь отодвигаю свои цепочки, беру клей и наношу вокруг полубусин. Вот так прохожу в одну сторону и теперь в другую. И теперь беру клей и наношу его вокруг полубусины в одну сторону и в другую сторону. Не надо его перетягивать через полубусину, потому что вот эта паутинка может попасть на полубусину и испортить ее. Вот я один край делаю больше. И вот так вокруг все. И один поменьше. Обязательно все края между собой подклеиваем. И все выправляем, чтобы у нас все смотрело вверх. И также подклеиваем вот эту полубусину. Обрамляем ее с одной стороны и с другой. Вот вы видите, я клей не перекидываю вот так через полубусину. И что удобно, что можно на клеенке все повернуть, если вам неудобно клеить с одной стороны и с другой стороны. Укладываем все. И все края обязательно все подклеиваем. Вот что у нас получается. Теперь я беру стразовую цепь, она у меня 2,5 миллиметра. И проделываю ту же операцию. Вот, устанавливаю так, чтобы у меня все вокруг было. И один край оставляю повыше. Вот подрезаю вот здесь. И когда я подклею, у меня получится вот такая капля. И также поступаю со второй стороны. Вот одна длиннее подрезаю. Так, сейчас установлю, чтобы вам было видно. И вторая покороче.
Если вы делаете много, то сразу в сторону и подрезаете все одинаковые. Работа, конечно, кропотливая, но это стоит того. Снова отодвигаю все. Беру клей. Клей вот наношу и на фатин, и на железные вот эти боковинки от стразовой цепи. Вот так с одной стороны. Все. Нанесла клей. И пинцетом все вот так красиво сейчас аккуратно устанавливаем. Один край подлиннее, второй покороче. И обязательно подклеиваем все края. Клей я держу носиком вниз, и у меня влажная салфетка. Так, одну сторону мы подклеили, одну полубусину, и теперь вторую. Также наносим клей. Я прохожусь один раз и второй раз в другую сторону. Если где-то клея мало, я добавляю. Убираю. И также устанавливаю цепочку. Один край выше. И вот эта цепочка у нас покороче. Также ее устанавливаем. И все края между собой подклеиваем. Вот что получается. Ну вот в ускоренном варианте я вам показала еще раз, как все подрезать. И снова повторяем то же самое. Как я уже говорила, работа кропотливая, все медленно идет, но это стоит того. Укладываю рядом цепочку, перехватываю пинцетом и вот так все подклеиваю. И клей как будто затягивается. Вот я не на клей наношу, а вот рядом, и теперь все подтягиваю. Так, края обязательно. И фатин, это у нас подложка, которая будет все держать. Теперь можно все поправить. Можно даже вот так пальцем, чтобы все смотрело вверх. И оставим сушиться. И также подклеиваем вот здесь. Это у нас будут перья на хвост. И сейчас мы с вами сделаем еще перо на туловище павлину. Это оставим сушиться. И затем мы все подрежем лишнее. Как бы фатин у нас будет присутствовать, но при этом его не будет видно. Все пододвигаем. Все края подклеиваем. И отправляем сушиться. И чуть не забыла. Здесь у нас подклеивается стразинка, а здесь у меня полубусина розовая. Убираю все. Вот сюда стразинка идет. И сюда полубусина. Теперь отправляем сушиться. И теперь я возьму еще одну полубусину и буду делать крыло. Так, у меня упало, извиняюсь. Буду отталкиваться. Вот, я примеряю. И крыло, сам павлин у меня будет немного темнее, будет более голубого цвета. Откладываю павлина, беру клей и также подклеиваю полубусину. Наношу клей. Можно даже побольше. Здесь полубусина побольше. И подклеиваю. Даю закрепиться. И крыло я буду сочетать цепочку голубую 2,5 мм и 2 мм у меня жемчуг и сами камни стразы.
Я также, так, сначала вот эту цепочку, извините, перепутала. Вот мелкую цепочку также обрамляю полубусину. И при этом смотрим, чтобы все камни у нас смотрели вверх. Мне на камеру немножко неудобно. Ну вот, вырезаем необходимый нам отрезок. Ну и теперь продолжаем работу. Также наносим клей вокруг полубусины в одну сторону. Теперь смотрим, где клея не хватило, и в другую сторону. Вот здесь теперь можно клей убрать. Беру цепочку и ровно, красиво ее укладываю. Следим за тем, чтобы все звенья смотрели вверх. И все подклеиваем. Даем закрепиться. Теперь также поступаем с голубой цепочкой. В принципе, повторяем все то же, что мы и делали в хвосте. Так, одна сторона длиннее, то это все перекручивается. Работа не для слабонервных. И подрезаем. И снова все подклеиваем. Здесь я буду 2 ряда делать синей цепочки. Мне хочется, чтобы крыло было немного темнее. Хотя цветовое сочетание, это вы уже решаете сами. Кому что нравится и от того, что у вас есть. Здесь можно использовать цепочку любого размера. Меня иногда спрашивают, какого именно размера у меня. Поэтому все, что у вас есть, можно использовать. И пускайте в ход всю вашу фантазию. Вот один край. Одна цепочка у меня подклеена. И сейчас я такую же голубую сделаю еще одну. Вот. И продолжаю работу. Теперь я отрезала цепочку жемчужную и также приклею. Вот вы видите, здесь у меня розового почти не будет, так скажем. Может быть, чуть-чуть добавлю каких-то полубусин, но сам павлин, горлышко у него будет темно-синее, голубое. Нанесла клей, убираю и подклеиваю цепочку. Придерживаю и вот как бы затягиваю клей к цепочке. Все поправляю и все подклеиваю. Вот так можно пригладить. И также даю закрепиться. И что здесь мне еще нравится, работа с фатином. Всегда можно вот так отклеить и примерить, если вдруг где-то что-то вот примерили и обратно оставили сушиться. Вот о чем я говорила. Я беру свое крыло. Оно еще не высохло, но я могу его примерить. И вот я вижу, что мне надо здесь еще чуть-чуть добавить и вот эти крылышки. И вот с одной стороны снизу я добавлю еще немного голубого. Сейчас покажу вам еще раз, примерю. Вот я примеряю и вижу, что здесь мне чуть не хватает. Поэтому беру клей и подклеиваю. Когда все это происходит, клеится на фатине, очень удобно это делать. И добавляю недостающие мне отрезки. И чтобы как-то сгладить вот это место, я буду подклеивать сюда стразы. Вот как раз на вот это место
И здесь у нас не получится такой как будто оторванный кусочек. Вот, видите, все тут получается теперь очень красиво. И тем самым мы еще все тут подклеим. Здесь можно по уменьшительной пустить, вот, брать поменьше. Тут уже на что способна ваша фантазия. Камни можно подклеивать сверху. Вот здесь я пущу поменьше камешки. И можно подклеить все крыло. Ну и теперь я примерю свое крыло. Вот, вы видите, как красиво у меня получилось. Можно добавить еще и сверху. Вот с этой стороны тоже будет красиво. Я, наверное, так и сделаю. И вот на эти перья я решила добавить еще камней. Здесь размер уже можете выбирать сами. Что у меня было, то я и использую. Вот, добавляю. Здесь у меня идет на уменьшение. И вот что получается. И когда у нас все подсохнет немного, можно лишнее отрезать. Вот вы видите, я обрезаю, и у нас подложка есть, все держится, но практически ничего не видно. И отправляю окончательно сушиться. Все у нас хорошо будет держаться. Вот что получается. И крыло, как я и хотела, оно у меня получилось темнее. Вот такое красивое. Также все лишнее обрезаю. И все отправляю сушиться. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. В следующем видеоуроке мы с вами будем декорировать самого павлина. И через урок еще сделаем шар и соединим павлина и шар. И напоминаю, что после того, как я закончу все уроки, творческие комплекты со всеми материалами, а также с покрашенным павлином будут в наличии. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.